Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь пшеничный деликатесный хлеб. Этот хлеб я испекла на закваске на фруктовой воде. Если вам интересно, вы можете посмотреть по ссылке, как можно сделать закваску на фруктовой воде. Если у вас нет желания делать закваску на фруктовой воде, вы можете использовать обычную закваску 100% влажности для этого хлеба. Ну вот мы видим, что моя закваска на фруктовой воде очень хорошо поднялась, но для дополнительной убедительности я делаю тест поплавка. Выкладываю часть закваски в воду комнатной температуры и смотрю, если кусочек закваски остается на плаву, значит в нем достаточно дрожжевой активности и она готова к использованию в тесто. Также где-то за час я замочила смесь из орехов и клюквы в произвольном соотношении. Смесь вы можете сделать на свое усмотрение. Вместо грецких орехов, как у меня, вы можете использовать фундук, можете использовать пекан, можете использовать все что угодно. Вместо клюквы можете взять изюм, финики, все что угодно. Выкладываем готовую закваску в воду. Я использую часть воды, в которой замачивала смесь, а остальную часть я добавила воды. Вот мы видим, что закваска у нас очень активная, она выдерживает тест поплавка, то есть она не идет ко дну, а остается на плаву. Добавляем к ней смесь пшеничной муки, пшеничной цельнозерновой муки. Хорошо перемешиваем для того, чтобы у нас не оставались места с сухой мукой. То есть нам нужно, чтобы вся мука увлажнилась. Хорошенько перемешиваем и оставляем на ферментолиз на 30 минут. Суть ферментолиза состоит в том, как и суть автолиза, чтобы дать возможность белкам муки набухнуть и ускорить процесс формования клейковины. За счет этого время замеса у нас сократится и, соответственно, тесто будет более вкусным. Вот мы видим, что по прошествии 30 минут у нас уже активно идет процесс формирования клейковины. Мы добавляем остаток воды, этот шаг называется бассинаж, и производим замес. Замес производим примерно до того, как клейковина у нас разовьется примерно на 80%. Стараемся замешивать на не очень высокой скорости. Вот мы видим, что клейковина у нас развилась примерно на 85%. И теперь можно добавить соль. Добавив соль, замешиваем еще примерно пару минут на низкой скорости. После того, как мы вмесили соль, еще раз проверяем тесто на степень развития клейковины.
Вот мы видим, что она у нас уже очень хорошо развилась. И теперь можно вносить наполнение для теста. Как я уже сказала, наполнение может быть самым разным. Любой вид орехов, любой вид сушеных фруктов. Главное замочить их примерно за час до использования в тесто. Производим замес на самой низкой скорости, для того, чтобы не порвать наш клейковинный каркас, для того, чтобы его не нарушить, не повредить. И выкладываем в смазанный растительным рафинированным маслом контейнер на брожение. Выложив тесто в контейнер, слегка организуем его при помощи складываний, для того, чтобы оно не лежало таким неорганизованным куском. Накрываем неплотно крышкой и оставляем при температуре 26-28 градусов на 3-3,5 часа. В это время делаем 2-3 подхода складываний по необходимости. По прошествии этого времени смачиваем рабочую поверхность водой, смачиваем руки водой и осторожно вываливаем тесто на стол. Форма у меня относительно большая и не глубокая, потому что кусок теста у меня достаточно большой, поэтому я взяла вот такую форму. Если вы хотите, вы можете разделить это тесто на две части и испечь две несколько более маленькие буханки. Вот я использую большую форму, она у меня большая и плоская. Глубина ее всего 5 сантиметров. Формируем тесто, подкатываем в шар. Предформовку делать не обязательно, так как тесто у нас будет находиться на холодном брожении в течение многих часов, поэтому при таком тестоведении предформовка не является обязательной. Подтягиваем тесто при помощи техники стичинга, для того, чтобы дополнительно создать натяжение на поверхности заготовки. Натяжение будет способствовать тому, что хлеб во время выпечки у нас будет лучше держать форму, не будет расплываться. Присыпаем ржаной цельнозерновой мукой. Вы можете присыпать любой мукой, которая имеет низкое содержание глютена. Мне нравится цельнозерновая мука. Я использую ее как для посыпки формы, так и сверху. Накрываем шапочкой для душа и оставляем на стартовое брожение на 30-60 минут при температуре 26-28 градусов, а затем убираем до следующего дня в холодильник. На следующий день разогреваем, если вы выпекаете в форме, разогреваем форму на максимальной температуре, на которую способна ваша духовка. Достаем заготовку из холодильника и сразу же выпекаем ее. Делаем надрезы. Надрезы необходимо делать достаточной глубины, для того, чтобы они хорошо раскрылись. Но за счет того, что у нас есть наполнение, надрез несколько затруднен, поэтому нужно делать несколько раз. Можно положить вот кусочек льда в кастрюлю для выпечки. Это не обязательно, но вы можете попробовать поэкспериментировать. И выпекаем с паром или под крышкой первые
20 минут при температуре 250 градусов, а затем без пара или без крышки при температуре 230 градусов еще 20-25 минут. Следует следить за тем, что за счет того, что у нас в тесте большое количество сахаров, за счет того, что мы использовали вяленую клюкву или изюм или что-то другое, необходимо быть внимательным и смотреть, чтобы хлеб у нас не сгорел. Хлеб получается очень вкусным, сладковатым на вкус за счет того, что присутствует вяленая клюква. Окраску хлебу придали как орехи, так и клюква, но больше всего это, конечно, орехи. Я часто пеку хлеб с орехами, и вот именно грецкие орехи, когда их замачиваешь и используешь воду из-под орехов, в тесто хлеб приобретает вот такой вот слегка бордовый, фиолетовый цвет. Это очень красиво. Ну вот мы видим, что мякиш у нас очень воздушный, напоминает вязь мякиша, напоминает оренбургский платок. Я всегда думаю, что вот такой узор мякиша, он ассоциируется у меня именно с оренбургским платком. Я очень советую приготовить вам этот хлеб. Я совершенно уверена, что вы не пожалеете. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишитесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!